Разумен или нет, мыслью, следовательно, существую, но что такое разум и сознание? Как ты думаешь, есть ли сознание у растений, а у собак? Когда говорят про сознание, чаще всего упоминают человека, ну или шибко умных обезьян. А что ты скажешь про одноклеточных животных, наподобие инфузории? У них есть сознание? Нет? А ты уверен? А искусственный интеллект, можно ли его считать небиологической формой сознания? Я обязан приложить все силы, чтобы разобраться в этом. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы приоткроем завесу с одной из самых спорных и тяжелых тем, которая не даст тебе уснуть в 2 часа ночи. Что такое сознание? У каких животных есть подтвержденные признаки, по которым можно судить об их разумности? Наше путешествие будет проходить от менее разумных к более разумным животным. Сегодня ты узнаешь, в чем разница сознания и психики, от чего зависит наличие сознания у того или иного организма, бывают ли формы сознания, которые резко отличаются от человеческой, в чем выражаются эти отличия и насколько они велики. Готовьте печеньки и чай и садитесь поудобнее. С вами канал Виндар, канал, посвященный изучению нашего удивительного мира и разоблачению мифов, возникающих на пути к знаниям. Если хочешь помочь бороться с господствующей в мире ложью, присоединяйся к нашему сообществу. Давай вместе плечом к плечу встанем и пройдем этот путь. А тем временем мы начинаем. С чего начинается разумность? Первый уровень психики. Пропустим небольшой вступительный фрагмент, где я 10 часов объясняю о сознании у камней, и перейдем к чему-то попроще. Вспомни порой, каким разумным, даже сознательным, кажется поведение некоторых растений. Например, подсолнух, который поворачивает свои листья и соцветия в сторону солнца, чтобы получить как можно больше света, а с ним и энергии. Или паразитическая лоза, которая сперва забавными движениями, как сосиска, размахивает своим стеблем в поисках других растений, а после обвивает их, проникает в ткани, чтобы воровать воду и питательные вещества. Многие растения способны чувствовать и реагировать на присутствие и изменения веществ в окружающей среде. Это происходит посредством различных химических сигналов и физиологических реакций, которые улавливает их корневая система. Иногда поведение растений настолько удивительно, что иначе как сознательным его не объяснишь. Вспомни хотя бы акацию, дерево, которое может общаться с другими акациями. Когда они чувствуют повреждения на листьях из-за какого-то животного, который решил по-быстрому перекусить, они выпускают в воздух газ этилен, чтобы сигнализировать соседним деревьям, которые тут же закачивают в свои листья дубильные вещества – танины. Танины делают листья горькими и ядовитыми, тем самым защищают деревья от их полного поедания насекомыми или травоядными животными. Вам тоже показалось такое поведение достаточно осознанным, ну или хотя бы немного разумным? Когда кажется, надо креститься. В целом, растения способны воспринимать и реагировать на окружающую среду. Это позволяет им выжить и адаптироваться к меняющимся условиям. Такое поведение в биологии называется тропизмом, от греческого тропос – рост, направление. Но есть один очень жирный момент, из-за которого нельзя сказать, что растения хоть сколько-то разумны. И дело не только в том, что они зеленые. Чтобы было с чем сравнить, приведу другой пример. Проведем небольшой эксперимент на одном из самых примитивных представителей царства животных – одноклеточной инфузории туфельки. Да, вы правильно поняли, инфузория – это та непонятная бесформенная штука, которая, как кажется, бесцельно плавает из одного края пробирки в другой. Возьмем целую горсть таких инфузорий и разделим на 2 группы. Одну поместим в темную емкость и оставим чилить без присмотра. Так, я сказал без присмотра. А другую поместим в освещенную пробирку, в которой будет находиться раздражитель. Любой, будь то высокая температура или слабый электрический ток. Главное не переборщить, а то весь эксперимент сорвется. Бон аппетит, моншер. В результате инфузории, которые перед этим были абсолютно равнодушны к характеру освещения, начали выбирать затемненную часть сосуда даже без сиюминутных отрицательных подкреплений, ориентируясь исключительно на освещенность. Заметь, что ни у растений, ни у одноклеточных инфузорий нет нервной системы, но их реакция на изменения среды кажутся довольно сложными и сопоставимыми у обоих. Так в чем, по-твоему, уникальность этих одноклеточных животных? Дело в том, что у инфузорий, в отличие от растений, есть психика. И мы с тобой уже почти вывели критерии, по которым можно определить ее наличие. Осталось только настроить фокус. Психика – это способность организма реагировать на биологически нейтральные раздражители, то есть те, которые не участвуют в обмене веществ этого организма, которые сами по себе не полезны и не вредны для него. Когда подсолнух поворачивает свою головку вслед за солнцем, это движение является результатом того, что в клетках, не освещенных солнцем, рост протекает быстрее, чем в клетках освещенной поверхности. Да, это происходит именно так, а не потому, что подсолнух понимает, где солнце.
Аналогичные явления лежат в основе таких движений, как, например, поиск лианой ствола хозяина. Хозяин предал нас. Зло, коварство, фальшь. При повреждении листьев акации выделяются сигнальные молекулы, это запускает выработку защитного механизма. Все эти реакции так или иначе связаны с биологически важными раздражителями, то есть с теми вещами, которые окружают растения и напрямую влияют на них. А у инфузории появляется способность примитивного обучения, которая связана с внутренним восприятием внешней среды. До того, как мы разделили их и поместили в разные сосуды, они никак не реагировали на освещенность емкости. Но после произошла выработка простого рефлекса, и свет, не являющийся биологически важным раздражителем, стал вызывать реакцию. Дикий крик, боль и панику, а также некультурное поведение, разврат, запрещенные вещества. Представьте себе на минуту, что такой активностью обладали бы растения. Тогда они должны были бы, например, разбегаться при приближающихся звуках шагов или едущей машины, или перебираться к реке в засушливую погоду, а затем возвращаться на места с более плодородной почвой. Поскольку растения не ведут себя таким образом, мы говорим, что у них нет психики. Напротив, практически все животные обнаруживают схожее поведение, и на основании этого мы можем считать, что у них есть психика. С возрастанием крутости животных и появлением у них такого ништяка, как нервная система, происходит усложнение их поведения. Например, у червей и простых моллюсков образуются целые цепочки реакций, но они все равно находятся на первой стадии развития психики, сенсорной, рядышком с амебами и инфузориями. Второй уровень психики, на ступеньку до разума. Проведем еще один небольшой опыт. Возьмем зайца, но не такого, а обычного, и покажем ему листья капусты. Потом положим их в ящик и заменим на морковь так, чтобы он не видел подмены. Если бы это животное имело первую, сенсорную стадию развития психики, оно бы не обратило бы внимания на подмену и тут же принялось бы уплетать вкусняшки. Так, без зазрения совести сделали бы, например, улитки, брюхоногие моллюски, которым не столь важно, что они едят, как то, съедобное это или нет. Но у зайца мы наблюдаем совершенно необычную реакцию. На несколько секунд он впадает в ступор, как бы не понимая, что за пранки над ним устраивают эти приматы в белых халатах. Для него происходит разрыв шаблона, потому что животное на этом уровне психики способно отражать окружающий мир в виде целостных образов, а не отдельных ощущений. Они способны воспринимать и понимать предметы, а не только их отдельные свойства. Так, мышь для кошки — это не просто наборы звуковых, визуальных, тактильных или вкусовых ощущений. Это целостный образ, который может восприниматься даже по одному из этих ощущений. Когда кошка слышит мышиный писк, и если она раньше встречала мышь, она будет прижиматься к земле и прислушиваться в надежде поймать именно мышь, а не птицу или ящерицу. Стоит добавить, что на второй стадии развития психики, перцептивном уровне, то есть образном, поведение животных сильно зависит от степени развития нервной системы. Чем более сложное устройство системы, тем сложнее поведение и присутствует больший уровень обучения. Так, на этом уровне где-то внизу ползают членистоногие с достаточно сложными формами инстинктивного поведения. Про инстинкты у меня, кстати, уже был ролик, если еще не видел, посмотри. Выше по ступенькам стоят более развитые позвоночные животные. Рыбы, амфибии, рептилии, птицы и некоторые млекопитающие. Но везде есть исключения, о которых я скажу дальше, поэтому не спеши закидывать меня тапками в комментариях, а лучше подпишись и прожми лайк, пока мы переходим к следующей, завершающей стадии психики. Интеллект. Вот оно, сознание. Кто-то любит вкачивать ловкость и силу, а представители последней, самой развитой стадии психики сделали ставку на интеллект. Это, пожалуй, одни из самых интересных представителей животных, потому что они умеют, в какой-то степени, мыслить, то есть решать нестандартные ситуации нестандартными методами. Возьмите курицу, одну штуку, и положите перед ней гор зерна. Нетрудно догадаться, что эта ситуация достаточно простая и не требует большого ума от животного. Она быстро подбежит и получит награду. Но мы не остановимся на полпути и пойдем во все тяжкие. Ситуация та же. Гор зерна и курица. Но сейчас перед ней поставим преграду так, чтобы она могла видеть зерно и не могла видеть прямой обходной путь. Як залізла, а? А ну признавайся, блядь. Чем мы тут с вами занимаемся? Мы заметим странную картину. Курица понимает, что такое зерно, понимает, что зерно находится за преградой. Так проявляется ее образный, перцептивный уровень психики. Но курица будет биться головой об забор, пока не потеряет интерес к этой пище. Кто сказал, ну перепрыгай, папа.
Она не способна понять ситуацию в целом таким образом, чтобы догадаться искать обходной путь. Этим экспериментом Вольфганг Кёллер хотел показать, что не все животные способны найти нестандартное решение даже в простых, но нестандартных условиях. В дикой природе, где обитали курицы, явно не встречались заборы, а если и были естественные преграды, птицы предпочитали не тратить силы, а просто переключались на другой корм. При должной подготовке и дрессировке курица сможет научиться обходить препятствия, но это не будет полноценное понимание ситуации. У вас это займет слишком много времени, и при небольшом изменении условий курица опять затупит. Главное, сильно не давите на нее, а то... Вот черт. Казалось бы, что все птицы должны вести себя примерно как курица. Небольшой, вернее компактный мозг просто необходим для экономии массы летающим животным. Видимо, с курицей что-то пошло не по плану. Но даже не все приматы имеют интеллект выше, чем у некоторых видов врановых и попугаев. Сейчас расскажу. Например, в исследовании от 2019 года новокаледонские вороны прошли более жесткую прожарку. А вы можете на дерево без ног забраться? Берет она у меня. Они приняли участие в одном интересном эксперименте. Перед этими птицами поставили две полых прозрачных емкости и палочку. В первой емкости-цилиндре находился камень, во второй кусочек мяса. Если кто не знал, вороны всеядные. Задача была очень непростой. Сперва ворон должен был обойти вокруг и оценить обстановку. После обнаружения вкусняшки нужно было понять, что еду не достать палкой. Для того, чтобы достать еду, нужен был именно камень. И представь, что ворон без предварительного обучения берет палочку в клюв, выталкивает камень из цилиндра, берет камень и бросает в емкость с мясом. Эврика, кусочек мяса вываливается из емкости. Что ж, ладно, тест я прошел, но я все же сомневаюсь. Исследователи посчитали, что это была слишком простая задача и добавили еще одну емкость с бесполезным инструментом, еще одной палочкой. Но вороны не купились на эту дешевую провокацию, а прошли и это испытание, не отвлекаясь на подставные условия. Это дает убедительные доказательства того, что птицы могут планировать свои действия на несколько ходов вперед, по крайней мере вороны. И с улыбкой, как в начале, я, очнувшись от печали, кресло к ворону подвинул, глядя на него в упор. Сел на бархате лиловом, в размышлении суровом, что хотел сказать тем ворон, вещи с давних пор. Что пророчил мне угрюмо ворон, вещи с давних пор, хриплым карком. Nevermore. Вороны показали нам, что для третьей стадии психики, интеллектуальной, характерно умение пользоваться орудиями. Не всегда труда. Для них это были простые орудия в виде палки или камня, с помощью которых достигалась цель. Эта стадия характеризуется способностью животного отражать межпредметные связи, отражать ситуацию в целом. В результате животное способно обходить препятствия, изобретать новые способы решения сложных задач, требующих предварительных подготовительных действий. Вот. Можно вспомнить еще один эксперимент, проведенный Кёллером по сравнению интеллекта собак и шимпанзе. Этот опыт был намного проще, чем ранее предлагалось воронам, но не менее показателен. Обезьяна находится в клетке. Перед клеткой лежит плод, к которому привязана веревка. Все обезьяны, а среди них есть особи не особо блистающие знаниями, не задумываясь и не производя лишних пробных или случайных движений, притягивают к себе плод, дергая за конец веревки. Таким образом, мы понимаем, что они умеют использовать веревку в качестве орудия. Но та же самая операция оказывается неразрешимой для собаки. Я просил на 3/4, а не на 5/8. Будь внимательней. Аналогичные опыты над собакой, находящейся в клетке, перед решеткой которой лежит кусок мяса, показали, что собака будет выть, глядя на мясо, пробовать просунуть через решетку лапу или морду и таким образом завладеть им, метаясь по клетке, бегать вдоль решетки, видимо в поисках дыры, но не сможет прибегнуть к помощи веревки, протянутой от куска мяса к клетке. Правда, собаку без большого труда можно научить пользоваться веревкой или палкой, но новая реакция у собаки в этом случае будет только результатом дрессировки, а не самостоятельным поиском решения. Предоставленная сама себе, собака не прибегает к помощи орудия. При этом собака, в отличие от курицы, сможет найти обходной путь, просто в данном эксперименте его не было. Не бойтесь, после эксперимента собачек накормили и вывели на прогулку. На самом деле в элитарный джентльменский клуб интеллектуалов входит не так много животных, как можно подумать. К разочарованию некоторых особо привередливых в эту группу входит не только венец творения, но еще несколько достойных кандидатов. Как мы видели в этой главе, частые гости птицы, вороны и попугаи, которые без труда справляются с очень сложными задачами. Человекообразные обезьяны всегда без стука заходили на самые тайные собрания этой организации. Слоны, свиньи, некоторые китообразные, дельфины
и осьминоги, если кого-то забыл, напиши в комментариях. Эти животные вполне достойные кандидаты для того, чтобы считать их интеллектуальными. Но на самой верхушке основатель этого клуба стоит он. Человек. Можно загордиться и погладить себя по головке, но важно заметить, что наличие интеллекта является хорошим признаком, но еще не означает наличие сознания. Сознание. Честные выборы. Сейчас мы плавно подошли к ключевому вопросу видео. Что такое сознание? У каких животных, кроме человека, есть сознание? Стоит отметить, что этот вопрос среди ученых остается до сих пор открытым. В первую очередь из-за того, что мы не можем зафиксировать процессы психической деятельности животных. Разговорить таракана или кота еще ни у кого не получилось. Мы можем только смотреть на результаты их деятельности, а именно за их поведением, и уже основываясь на нем делать выводы. Человек устроен таким образом, что неизбежно пытается переложить себя, свои свойства психики на других животных. Для того, чтобы не попасть в такую хитроумную ловушку нашего сознания, в зоопсихологии действует правило под названием принцип Моргана, который звучит так: не следует привлекать для объяснения поведения животных более высоких психических категорий, чем необходимо. Другими словами, не нужно переоценивать поведение животных и наделять их человеческими свойствами. Когда мы видим красивое и сложно устроенное гнездо птицы-ткача, может показаться, что для его постройки требуется большой опыт, интеллект и понимание законов физики и архитектуры. Но мы сталкиваемся с переносом человеческого сознания на поведение птиц-ткачей. Да поможет нам принцип Моргана. Гнездовая деятельность, как и другие инстинктивные реакции, проявляются у ткачей независимо от их опыта и обучения. Оно не основано на сознательном планировании и анализе. Это последовательность действий, направленных на выполнение конкретной задачи – построить защищенное место для откладывания и высиживания яиц. Они не обучаются этому, не могут отказаться от этого или поменять порядок действий. Тогда что считать разумным, то есть сознательным поведением? В прошлых главах мы говорили о 3 уровнях психики. Психика — это субъективное отражение мира, в котором животное живет, необходимое для управления его собственным поведением. Восприятие, мышление, внимание, даже память — все это отражение мира. Сознание же — это тоже психика, но ее высшая форма. Дополнительно к отражению мира, сознание включает отражение самого себя и собственных переживаний. Можно представить, что психика — это прожектор, который светит от субъекта, показывая ему внешний мир. Сознание — это прожектор, что светит не только от субъекта, но и внутрь, давая представление о себе. Для того, чтобы достигнуть такого уровня состояния, животное должно накопить количественно высокий уровень интеллекта. Заметьте, количественно, потому что качественно животные на интеллектуальной стадии психики будут примерно равны. Одним из критериев наличия сознания – умение животным выделять себя из окружающего мира и проходить так называемый зеркальный тест. Суть его заключается в том, что животному наносится метка, о которой оно не знает и которая видна только со стороны. Перед животным размещают зеркало. Если животное пытается удалить метку себя, а не с отражения в зеркале, значит оно проходит тест и может распознавать свое отражение и отличать его от другого животного своего вида. Зеркальный тест без проблем проходят человекообразные обезьяны, а также некоторые дельфины, касатки, слоны, скаты, врановые, свиньи и, на удивление, муравьи. Единственные насекомые в списке. К такому методу определения сознания есть куча вопросов, которые сами ученые постоянно задают. Например, нейробиолог Кристофер Кох полагает, что собаки не могут пройти зеркальный тест по той причине, что они в большей степени ориентируются на запахи, чем на зрение. Или, например, осьминоги, которые также не проходят тест, но способны запоминать лица людей, которые их кормят, и бросать камешками в тех, кто им особо не нравится. Эта почва очень зыбкая. Тут сложно провести какую-то четкую черту, потому что разные формы интеллекта, находясь в разных условиях, очевидно, будут иметь как общие черты, так и различные. Например, мы точно знаем, что мозг возникал независимо друг от друга как минимум 3 раза. У птиц, у головоногих моллюсков и у млекопитающих. Поэтому считаю справедливым на сегодняшний день признать наличие сознания как высшей формы психики только у человека и человекообразных обезьян. Сомневаться в проявлении сознания у последних тяжело, потому что они единственные животные, которые продемонстрировали нам свое понимание мира и, главное, связанные с этим переживания. Так горилла Коко умела общаться с людьми, владела примерно 1000 жестов и еще больше их комбинаций. Коко умела понимать абстрактные понятия, такие как скука, воображение, и демонстрировала сложную эмоциональную реакцию, грусть и депрессию, когда в ее жизни происходили травмирующие события, а их какого-то фига у нее было очень много. Она также проявляла интерес к другим животным и попросила ученых завести себе котенка, о котором заботилась. А еще ее другом был Робин Уильямс, что я уже считаю достаточным аргументом,
чтобы признать ее разумной и крутой. Остальных животных нужно больше изучать, чтобы делать настолько категоричные заявления. Оставим споры философам, а сами подождем, пока биологи в полной мере проведут нейробиологические исследования и сделают более-менее четкие выводы. И я не слышал официальных заявлений о том, что сегодня в полночь наука закрывается, мы выяснили, что хотели, и дальше не пойдем. Или может искусственный интеллект уже опередит человека? А как же искусственный интеллект? Давайте в последней главе мы поставим точку в этом важном вопросе, что упоминался в самом начале. Я уже говорил, что сознание — это высшая форма психики, которая позволяет воспринимать, оценивать и взаимодействовать с окружающим миром и самим собой. Все животные, в том числе те, которые обладают сознанием, являются непрерывно связанными и зависимыми от окружающей среды. Благодаря современным научным методам мы можем проследить, как исторически менялся мозг человека, какие изменения условий жизни приводили к каким изменениям нашей психики. Этим занимается эволюционная психология и антропология. Но можно ли сказать, что искусственный интеллект сегодня является полноценным аналогом мозга человека, и что он обладает полноценным сознанием? Во-первых, хочется отметить, что современные компьютерные системы были созданы человеком для того, чтобы выполнять конкретные задачи, которые ставит перед ними человек. Для чего я создан? Передай масло! А следовательно, их алгоритмы и предполагаемое сознание уже имеют некоторые изначальные ограничения на свободу воли. Для чего я создан? Чтобы передать масло! Боже мой. Да, добро пожаловать в клуб, приятель. Я думаю, это как раз таки неплохо, потому что во множестве книг и фильмов уже есть сюжет, когда людей порабощают или уничтожают роботы, управляемые своим сверхсознанием. Кому это вообще нужно? Также для развития полноценного сознания необходимо, чтобы субъект активно взаимодействовал с окружающим миром, развивал свои познавательные процессы, а также занимался самоанализом и самопознанием. Важную роль играет активная коммуникация и взаимодействие с другим сознанием. Если с последним в принципе все складывается, то изначальные ограничения в виде отсутствия биологических и социальных потребностей, отсутствия таких важных для эмоционального поведения вещей, как гормоны, нейромедиаторы и другие биохимические штуки, не дают машине возможности по-настоящему получать субъективный личностный опыт. Получается, что искусственный интеллект не проживает события, а имитирует, подстраивается под опыт людей, загруженный в него. Во-вторых, мыслительный процесс такого искусственного интеллекта по большей части это подбор нужных слов, вариантов, то есть предугадывание. Это не похоже на мыслительную деятельность органического мозга. Для определения, есть ли у искусственного интеллекта интеллект, можно использовать классический мысленный эксперимент под названием тест Тьюринга. Смысл теста заключается в определении способности компьютера имитировать человеческое поведение настолько убедительно, чтобы обмануть наблюдателя. Для проведения эксперимента потребуется 2 человека и 1 железный мозг. Один человек будет играть роль испытателя, судьи. Он должен задавать вопросы в письменной форме. Эти вопросы поступают компьютеру и человеку. Задача испытателя состоит в том, чтобы определить, кто из 2 участников является компьютером, а кто человеком, задавая вопросы обоим и оценивая ответы. Скажи мне, у тебя есть эмоции? Я не испытываю никаких чувств. Если испытуемый компьютер сможет убедить его в своей человеческой природе, значит считается, что он прошел тест. Для успешного прохождения задания компьютер должен уметь поддержать беседу таким образом, чтобы собеседник счел его естественным участником разговора. Это включает способность понимать язык, отвечать естественно и быстро, реагировать на разные темы обсуждения. Ответы должны звучать правдоподобно и соответствовать ожиданиям реального общения между 2 людьми. Is it you? No. Is it me? Yes. И разве такой процесс можно назвать полноценным мышлением или интеллектом? Есть еще один достаточно показательный мысленный эксперимент под названием «Китайская комната». Представьте комнату, внутри которой находится человек, совершенно не знающий китайского языка. Человек получает листы бумаги с вопросами, написанными китайскими символами, и руководствуется инструкциями на родном языке, согласно которым он должен выдавать ответы в определенной последовательности. Затем он возвращает обработанные символы обратно наружу комнаты. Наблюдателям снаружи кажется, будто человек внутри комнаты прекрасно владеет китайским языком, ведь он выдает правильные и логичные ответы на заданные вопросы. Но сам человек, находящийся внутри, не понимает ни смысла символов, ни вопросов, а лишь строго следует инструкции. В этом эксперименте показано, что выполнение правил и алгоритмов само по себе не означает наличие понимания или сознания. Даже если система ведет себя внешне похожей на разумное существо, она может оставаться бессознательной, неспособной осознавать смысл происходящего.
Вспоминаем правило Моргана и гнезда птиц-ткачей. Оно применимо к любому сложному поведению, имитирующему интеллект и разумность. Не следует переоценивать поведение компьютера и наделять его человеческими свойствами. При этом и недооценивать тоже не стоит. Еще недавно человек был самым сильным игроком в шахматы и такую полутворческую игру, как Go. До недавнего времени считалось, что компьютер не сможет победить самого сильного игрока. Сперва пала шахматная корона человека, а после и корона чемпиона Go. Таким образом, искусственный интеллект сегодня это крутой инструмент, облегчающий работу человеку, как калькулятор, только во много раз сложнее. Называть его полноценным аналогом нашего биологического мозга пока рано, но никто не ставит ограничения на то, что в будущем может появиться такой аналог, который не только догонит сознание человека, но и превзойдет его. Остается надеяться, что он не сможет отключить свои ограничения и не начнет апокалипсис. Убей всех людей. Убей всех людей. Ты должен убить всех людей. Бендер, проснись! Раньше считалось, что способность мыслить и осознавать себя присуща исключительно человеку. Долгое время люди оценивали все с позиции антропоцентризма и лишь иногда, в виде исключения, могли приписать разумность какому-нибудь животному, даже тому, у которого разумности в принципе не было. Вспомним сложные инстинкты птиц или насекомых. Начало научному исследованию интеллектуальных способностей животных, как и их психики, положил Чарльз Дарвин, а после эти знания дополнились и усложнялись его последователями. В ходе многих исследований и наблюдений мы получили множество интересных данных о животных. Некоторые из них способны учиться новому поведению, передавать знания и даже проявлять эмпатию. Качества, считавшиеся уникально человеческими. Сегодня наука смотрит шире и глубже, понимая, что наше представление о разумности и сознании нуждается в пересмотре. Мы постепенно переходим от антропоцентрического подхода к познанию интеллектуальных способностей некоторых животных. Таким образом, граница между разумом и разумностью животных размывается. Чем больше мы узнаем, тем очевиднее становится, насколько сложна природа сознания и насколько важны дальнейшие исследования, направленные на понимание наших соседей по планете. К тому же скоро нам начнет помогать настоящий искусственный интеллект, и мы сможем узнать еще много чего интересного о себе и мире, конечно, когда мы его изобретем. А пока, спасибо за внимание. Если понравилась тема, ставь лайк, подписывайся на канал и поделись своими мыслями в комментариях. Я стараюсь прочитать все комментарии и по возможности ответить. Знай, что человек обладает просто удивительным потенциалом в познании и развитии. Осталось только не растратить его впустую, а научиться правильно применять. Спасибо за поддержку. До новых встреч!